Patrick Lancaster, and right now we are in a small village just outside Mariupol. Now behind me is a hospital that is being used to house mothers and their children, refugees that have been coming from Mariupol. And we're going to talk to them and see what the situation is like, see what their travel has been like, see how they feel now, how they felt before, and just exactly try to get as much information as possible and show it to you uncut, just as it comes from the refugees, so you can have a bit of an understanding of what the situation is. Of course, we'll never fully understand the whole situation until we interview thousands, but this is a start, and now we're going to go see what we can find out. Very poor. Я хорошо говорю по-английски. Хорошо, Georgia, please try to explain what you can. Здравствуйте. Можно сказать, как обстановка здесь? Здесь обстановка. По сравнению с Мариуполем ничего. Ну, мы беженцы из Мариуполя. Наш дом разбомбило. Мы убегали от снарядов с 2 ранеными на руках. Здесь нас приняли, здесь нам тепло и нас кормят. То, что на данный момент мы имеем. И не бомбят. Здесь не бомбят. И как это был Мариуполь? Мариуполь? Да. Очень страшно. Как долго вы был здесь? Здесь мы 1 день. В Мариуполе мы 3 недели сидели под обстрелами. Почему не до эвакуации? А до этого не было эвакуации. Сначала эвакуации не было, никто не организовывал их. Потом мы сидели в доме, и когда были большие обстрелы, мы просто боялись выходить из дома. У нас не было информации, не было света, воды, газа, не было связи. Мы были полностью отрезаны от мира. Мы сидели в своем доме и не имели никакой информации. И Мариуполь был контролирован Азов батальон много там, да? Я не могу вам сказать, я не владею военной ситуацией. Понял. Частично Азов, частично Россия. Я не могу вам на эти вопросы, к сожалению, нет ответа. И я вижу, вы много детей, да? Ну, мой ребенок один, мой ребенок пострадал от обстрела, у нее ранение осколочное. И Здесь разные дети есть. Здесь есть бабушка с 3 детьми. Здесь есть дети, которые из приемной семьи, но их эвакуировали без родителей. Они были в убежище, их забрали, привезли сюда, родители остались в Мариуполе. Мы смогли выбраться все вместе, дети с родителями. На западной Украине СМИ они сказали, Россия берут беженцы без они согласен, который, как Россия сказал, очень тяжело на беженцы. Как правда? Что реально здесь? Я не знаю, как берет Россия. Мы уехали на своей машине. Сюда мы приехали на машине. Дальше там развозят по другим регионам. Вы свободны сейчас? Свободны в каком плане? Свободны. Вас свободны сейчас? Да. Да? Никто сделает Нет, вас? нас никто не взял в плен. Мы свободны. Понял. Спасибо. Можно, как зовут? Алена. Фамилия, если... Романская. Что это у вас нашествие сегодня один за одним? Что случилось? Мы просто не каждый день здесь, и хочу показать правду, что реально здесь сейчас. Сыночек, я плохо слышу, громче говорю. Можно сказать, как обстановка? Ну как обстановка, сынок, ну что я могу сказать? Я 15 дней просидела в бомбоубежище. Мариуполь, да? В Мариуполе, да. Я сама с Сартаны. Мы с семьей удрали, как говорится, в Мариуполь. 15 дней. Мы 2 дня были, в общем, там это, 3-я горбольница, и там как бы санаторного типа больница, не больница, но там, я как поняла,
в мирное время отдыхали эти ветераны. И вот там в подвале, подвальное помещение, нас туда поместили. Сперва мы занимали первый и второй этаж, 2 дня было нормально. Там была и вода, там была и кухня, ну все, что положено, туалет. А потом ночью налет. Бомба попала в роддом. Мы кто в чем, мы 15 дней не раздевавшись спали. В сапогах, в куртках, кто в чем. Кто и простирал свои вещи. В 2 комнатах у нас было 70 человек. Там вот такой проход, только чтобы пройти и все. И там так глупо, что на утро, когда вышли мужики на улицу, мы даже на улицу не выходили. Вышли мужики, пришли, этот сын мне говорит: мама, а моих этажей нету, как корова языком связала. Вот. И роддом разбили же, роддом. 3-й горбольницы. Это вы был там? А? Вы был там? Вы был там? Да. На этот роддом? Да. И, Мы возле там, где я была, это рядом с роддомом. ага. Рядом. Можно Рядом. сказать, украинский солдат был там? Я не знаю, кто это был. Мой мальчик. Откуда я их видела? Нет, вы видите солдат там? Я не видела никого. Мы боялись даже на улицу нос высунуть. Мы не выходили. Просто был Мы бомбоубежище, да? только там сидели в подвале в этом. Ага, Мы не понял. выходили. Вот. И, может быть, солдат был там или нет? Не могу Не знаю, сказать. кто был, не знаю. В основном там вот эти грады стреляли, бомбы бросали. Вот. А солдат мы не видели. Потому что мы никуда не выходили к нам. Ага, если они там, Не знаю, сынок, не знаю. Ага, Кто к нам понял. заходил. Заходили как-то пару солдатиков, они тоже попали, шли мимо, и тут как раз налет, и они забежали к нам в подземелье, 2 солдатика. Это были украинцы. Но они переждали налет и вышли, ушли. А так больше я никого не видела. Ага, 2 украинских солдат был вижу, 2 на подвал, да? 2 украинских солдат. Да, они забежали, они забежали, спрятались. Ага. Они шли мимо, а тут как раз воздух. Ага, и это был на больнице. Да, и они забежали сюда к нам в подвал. Ага, на больнице. Потом когда уже стихло, они вышли, ушли. Ага, понял. Понял. И как здесь сейчас? Я не знаю, я вот 3-й день сейчас там и заболела. В 2 комнатах нас было 70 человек. Ни вентиляции нету, ничего. Откроешь дверь, холод идет. Закроешь, дышать нечем. Дети маленькие с нами. И вот я простыла, захватила воспаление легких. Ага, и тут лучше, да? А сюда, оттуда мы из города добирались до каких-нибудь 20 минут сюда ехать. Мы ехали 6 часов окружными путями. Везде проверяют посты. Хорошего ничего нету, а кому это надо, Бог не знает. Тут эта комната лучше, да? Тут лучше, да? Тут лучше. Ну, лучше или хуже попали сюда. Вот. Понял. Я Вторую мировую войну тоже подростком была, но такого ада не было. Это ад, самый настоящий ад. Сейчас же какое вооружение, не то, что было во Вторую мировую. Вот. Ну и тогда, правда, мы были дети, что мы понимали, но все равно этого, я все помню, такого не было ада. У нас в селе тогда всего 1 домик сгорел, гестаповцы отступали и подожгли солому. А солома была сложена рядом с домиком. И сгорел 1 домик на все село. Сейчас Сартана, цветущий поселок, там его с лица земли смели. И вы понимаете, где вы сейчас, да?
А? Вы понимаете, где вы сейчас? Ну, я это сама, это с Сартаны. Там вся моя семья живет, и мы все разбежались. Я сказал тут. Вы знаете, тут контролировать ДНР и Россия, да? Вы понимаете это, да? Тут нету украинский. Не знаю. Да, тут украинский нету. Не Тут, знаю, тут Россия Саша. и ДНР. Не могу сказать. Я сказал вы, что Не вы знаете, знаю. да. Это... Я не знаю. Там больше не написано, это украинец или русский. Откуда я знаю? Но это, да, тут ДНР, Донецк Народная Республика и Россия контролировать this. Украинский сейчас вставать чуть-чуть осталось на Мариуполь. Но тут русский и ДНР. Не знаю. Ну, я просто говорю, что вы понимаете. Ну, счастливо. Можно сказать имя, как зовут? Меня? Да. Олимпиада Кирилловна. Очень приятно. Гречанка. И сколько лет вы, если можно вопрос? Сколько мне лет? Да. 89. Спасибо, удачи. Пожалуйста. Постарайтесь остановить эту войну, дети. Постарайтесь остановить. Встаньте все гурьбой, остановите эту войну. Кому она нужна, эта резня? Люди жили нормально, работали. Кто не ленился, жили при машинах, при хороших домах. Все ж пошло прахом. Все пошло прахом. Кому она надо? Можно сказать, кто виновата эта война? А? Кто виновата эта война? Я откуда могу знать? Я же не политик, я старый человек. Откуда я могу знать, кому она выгодна и кому нет? Я понял. Я сама только жду смерти. Я, ладно, жизнь прожила. У меня внуки, у меня 8 внуков. 8 внуков, 16 правнуков, праправнуки. У меня семья, это сыновья, 4 сына с семьями, и я на 45 человек семья. Только жить и радоваться. Вот. А кому нужна вот эта бойня? Спасибо, удачи. До свидания. До свидания. Денис, иди сюда. И будем с тобой интервью давать. Можно сказать, вы откуда? Вы откуда? Мы с Мариуполя. Да? И как обстановка сейчас? Очень напряженная. Это передовая центр событий. Очень опасно. Оставаться было уже невозможно. Потому что уже не было просто никаких условий для жизни, абсолютно никаких. Снаряды уже летали, и осколки, и везде рядом все было просто. Мы сами вообще с Восточного выехали оттуда 24 февраля на другой конец города, в 21-ю школу-интернат. И были там почти весь месяц. Сначала жили... Сейчас пойдем. Сначала жили в спальном корпусе, все было нормально. Через неделю отключили свет, воду, газ, отопление. Мила, а где Дуся? А где игрушка? Дуся там. Сюда неси, он орет, как бешеный. Здравствуйте. Иди бери Ростика. Извините, сейчас. Нет, ничего. Пошли. Уже тут. Так, ты чего теперь? Ты чего теперь? Да, и вот мы там жили, без воды, без газа, без света, без отопления. Со 2 марта ночевали в подвалах, на матрасах, на полу. На улице морозы, мы с годовалыми детьми, все там в холодине, в темноте, все заболели. Помощи не было. В самом начале Красный Крест еще привез продукты, когда еще связь была, и мы смогли к ним дозвониться. А потом, когда связи не было, ну все знали, в принципе, что там есть люди. Уже никто не привозил, не помогал. Никто пытался эвакуации вы? Нет. Украинские войска ничего? Да, ничего. Украинские армии никто пытался... Нет, никто.
Ага. Вы вообще был видеть украинские войска там? Ну, смотрите, знали несколько организаций волонтерских и Красного Креста, что на территории интерната находятся люди. Но никто не предлагал эвакуировать. Красный Крест сказал, что у нас нет машин для эвакуации, у нас нет. Но там было очень много людей. Ага. И украинский солдат был там? Или Нет, не был? нет, Ага. там просто жили и прятались люди. Ага, ага. И это на территории Мариуполя, да? Да, интернат на территории Мариуполя. Ага. Да. И это место тут, как это место? Значит, смотрите, потом, Okay, значит, мы там жили и вошли в ДНР на территорию интерната. Ага. Вот. Они стали помогать нам едой и продуктами, и через несколько дней нас эвакуировали. Ага. So, То есть они нам организовали выезд вот сюда. А здесь как промежуточный пункт. Отсюда мы будем ехать дальше. Мы ждем автобусы, которые вывезут нас И где вы хочу? в сторону Новозовска, Ростова. Хочу в сторону России? Да. Ага. И, может, кто сказал, нужно это, или это твой Там наши выбор? родственники. Ага. Это твой выбор Россия, да? Потому что там наши семьи. Ага, понял. И вообще, как вы подумал за эту войну, и за эту обстановку? Очень жестокая, неоправданная, обесцененные. Мне кажется, вообще рухнул мир и все мировоззрение. Вот все, что до этого как-то было, вообще все опустилось. И я не знаю почему, и как и за что все это детям, людям. Город просто в руинах. Столько смертей, столько всего вообще. И на год 14, как я понимаю, референдум был в Мариуполь, да? Да, да. Ага. Да. Ага. И можно год в 14 был референдум, да? Да, люди, как и в Донецке, были против того, что был переворот в Киеве и хотели отделиться, просто хотели автономную республику, как Крым был. Ага. Но власть не захотела, и поэтому здесь тоже зачищали улицы, когда украинские военные и стали мирно жить вроде как. Но в 15-м же обстреляли все равно город. В 15-м обстреляли город, но после 15-го было тихо, спокойно, все было хорошо. Ну а потом сейчас уже от города ничего не осталось. И это референдум. Много людей было за это, или мало? Или... Много людей было. Много людей. За нечасти Украины, да? Ну да. Почему? Потому что здесь мы регион, который русскоговорящий. Мы ничего не хотели. Нам все равно. Не то чтобы все равно. Украина, Россия. Просто люди хотели, чтобы их права тоже не ущемлялись, чтобы дети могли разговаривать на том языке, на котором говорят родители. А получается, что все перевернули, переделали так, как хотят другие, и кто-то должен под кого-то подстраиваться. Поэтому никто ничего не имел плохого, а получилось то, что получилось. Мы очень хотим мира, пожалуйста. Да, очень хотим мира. Мы, наши дети, наши близкие и родители. Пожалуйста, договаривайтесь. Пойдем. Да, мы хотим мира уже. Пойдем к Лене. Вас хочу мир на какой стороне? Думал, это будет мир Украины? Дело в том, что война – это грязь. Здесь нет правых, и это вообще бессмыслица. В 21 веке надо уметь договариваться. Люди хотят просто жить. Жить, чтобы их дети жили. А сейчас в Мариуполе, вы даже не представляете, что там творится. Там просто хоронят в братских могилах людей. Там очень страшно. Там дети маленькие, 4-летние, 2-летние, умирают от снаряда. Мы хотим просто мирной жизни. Вот и все. Как вы подумали, почему украинский там сказал все? Потому что
горе дам принцип целый круг. Они не будут ехать нигде, но они каждый день воевать. Как вы думаете, почему украинский солдат не сказал «стоп» и просто лежи с оружием? Не знаю, вы знаете, я не знаю, ведь вот над каждым солдатом есть начальник. Солдаты — это подневольные люди. Как начальник им покомандовал, так оно и есть. Жалко всех и с той стороны, и с этой стороны. Потому что люди умирают непонятно за что. Умирают просто из-за того, что кто-то не может договориться. Ну, как бы, я считаю так. Нам просто хочется, чтобы наши дети жили. Вот и все. Чтобы без бомбежки, чтобы они могли гулять спокойно на улице, как в цивилизованных странах. Мы тоже люди, и мы не хотим войны. Вот и все. Мы устали. Мы месяц жили в подвале без условий. Это же невозможно. И никто нам не помогал. Ни с едой, ни с чем, ни с лекарствами. Дети заболели. А как их лечить? Больниц нет, условий нет. Ну, это ужасно. Это ужасно. У мальчика ранение, у него вырвало полруки, и ребенка не могли нормально прооперировать, чтобы у него все было хорошо впоследствии. Это была война? Это война, да. Вот мамочка сидит, можете у нее спросить. Это очень страшно. Поэтому, как кто-то не может договориться, это очень страшно. Ты знаешь, как-то нечестно. Ну, это как Россия сказала, и Донецк сказал, они уже 8 лет пытаются разговаривать, да? Но да, ну как, они пытаются договориться, но не получается. Но кто прав, кто виноват, мы же не знаем. Там не главное, Да. Нам не сообщают. Да, нам не сообщают. Нас не информируют. Да. Мне кажется, знаете, людям все равно, правда. Я не знаю, конечно, возможно, Западная Украина по-другому думает, но я думаю, в этом регионе люди, которые пережили бомбежку, пережили смерть близких, поверьте, сейчас в Мариуполе, наверное, нет ни одного человека, кто бы не лишился своего родного или близкого, или просто знакомого, потому что мы даже не знаем, живы ли наши родители. Вот мы уехали, а я не знаю, моя мама жива или нет, мой брат жив или нет, мой отец жив или нет. И мы не можем даже с ними связаться. Извините. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно сказать, как обстановка, что было, что есть? В смысле, что именно идет? Как мы сюда попали? Да, и как был Мариуполь, есть? Да, мы с Мариуполя. Ага. Мы с Мариуполя. Вот с ребенком попали, потому что вышли на улицу. Не было газа, не было света, не было ничего, никаких условий, нету ни воды, ничего. Мы вышли на улицу приготовить кушать. Можно... Да, Денис, иди сюда, подойди сюда. Мы вышли на улицу приготовить кушать. Вышел брат, мой старший сын, они распалили костер. И мы вынесли вот с ребенком воды скипятить на чай. И что-то, вот граната какая-то прилетела, разорвалась, где что. Я не специалист в этом, я не понимаю. Я знаю, что это был взрыв, и брата моего убило, а я стояла за ним, я вот не пострадала. Ребенок вот старший получил мелкие ранения, а мальчика вот вырвало вот мясо. Брат был в войне или нет? А? Нет, не военный, гражданский. А у младшего ребенка вырвано кусок мяса вот от плеча до локтя. Ему нужна операция. Нас в третьей больнице прооперировали один раз, но этого недостаточно. Нам нужна медицинская помощь. И вот здесь поэтому мы сюда приехали попутками. Мы с посторонними людьми нас привезли сюда, привезли раненого и нас забрали, потому что нам нужна медицинская помощь. Ага. И почему раньше не эвакуация? А мы не на чем мы будем эвакуировать? Никто не Не, выносил. украинские войска не помочь? Нет, никто нам не помогал. Мы приехали в госпиталь, в военный госпиталь, и нам там оказали первую помощь. Отправили в третью Украинский, больницу. да? Да, украинский. Нам там оказали первую помощь. Просто помощь, просто чтобы не текла кровь. Все. И отвезли нас в третью больницу. В третьей больнице там гражданские, хирургия для обычных людей. Для социальная больница.
И там нам там кололи антибиотик, и там нам сделали первую операцию. А потом нас оттуда эвакуировали волонтеры, потому что там находиться было уже просто небезопасно. Там очень много было раненых было просто, это гражданские, это не военные, это гражданские люди, которые матеря, маленькие дети, обгоревшие, которые умирали на полу, которые просто вот истекали кровью, потому что 3 хирурга, они не могли справиться, они с утра до ночи, они оперировали людей, они не могли ничего сделать, потому что по 200 человек в день привозили раненых. Ага. И на город был видеть много украинских солдат или нет? Я не знаю, кто там солдаты был, кто стрелял, я же не вижу, кто стреляет. Я вижу только эти снаряды, летают туда-сюда, туда-сюда, больше я ничего не вижу. Чьи они, откуда они. Мы можем только предполагать, но кто, никто не знает, чьи это. Они же не сообщают, вот мы сейчас выстрелим, да? Мы же не знаем, чьи это гранаты, кто это будет стрелять, откуда это гранаты, я не знаю. Well, there's not much else we can say right now. You see the words coming from the refugees. I don't have to tell you anything about the situation other than show you what these refugees are saying. So please like this video, share it across all social media, and remember I'm a totally crowdfunded, independent journalist, so please support my work with the link on the screen or in the description.